Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Что он там ищет? Девятое место. Тут правильно все. Магнитики магнитятся, синхронизируются. Чонгук тщетно пытается не смотреть на ноги Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Властный на сцене, робкий рядом с Тэхёном. Почему даже Чонгук забывает о своей харизме, когда Тэхён делает с ним это?» Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Джин, зачем ты сделал с ними так? Седьмое место. Чонгук решил добровольно сдаться в плен его глаз. Шестое место. Поведение пары. Ревность рождается не из недоверия. Иногда она появляется там, где любовь слишком велика, чтобы притворяться равнодушным. Это тихий страх однажды перестать быть тем самым взглядом, в котором отражается счастье другого человека. Это химия их рук.
5 место. Эти невозможно маленькие сцены и узкие проходы, а еще это притяжение. Четвертое место. Тэхён ждал, пока Чангук сядет первым, прежде чем сесть самому. Все, чего хотели Тэйкук, это просто сидеть рядом друг с другом. Третье место. Новости. Девушка, которая летела одним рейсом Сеул-Мадрид с Намджуном, Джином, Юнги, Тэхёном и Чангуком, поделилась своими впечатлениями. Кстати, я сидела по правую сторону самолета, а участники и став заняли левую и центральную секции. Затем я увидела Чангука, который улыбался и уже подходил к своему месту, 10 ряд, как и у меня. Я сидела на 10J у окна. От него исходит такая мощная аура знаменитости, что даже если бы вы не знали, кто он такой, вы бы все равно подумали, что это кто-то известный. Потом я увидела Намджуна и Джина, они оба сидели на 9 ряду. Они выглядят как два высоких, красивых парня, одетых просто, но по ним сразу видно, что они богаты и важны. Когда они сели, Намджун, который сидел у окна, вел себя как типичный рассеянный профессор. Он то вставал, чтобы достать что-то, книгу, с верхней полки, то садился, то снова вставал, чтобы взять другую вещь, куртку. И так раза 3, это было так мило, хи-хи. Юнги был самым скромным и неприметным участником, чего он, как мы знаем, скорее всего, и хочет на публике. Я даже не сразу поняла, что он уже сидит в центральной секции напротив Джина. А потом он встал, именно тогда я его и заметила, чтобы пересесть на ряд прямо позади. В этот момент я подумала, а где же Ви? Конечно же, мой Биас. Он вообще на этом рейсе? Он уже сел? Он в передней части салона? Там в самом начале было еще 2 ряда, отделенных перегородкой. Перегородки между креслами были довольно высокими, так что когда они сидели, я могла видеть только макушки. Когда я окинула взглядом нашу секцию, то сразу заметила его медово-блондинистые волосы. И он сидел на моем ряду, тоже у окна, но на противоположной стороне. Я увидела его, когда он наклонился вперед. Помните ту сторис в Инстаграм, которую он выложил из самолета, где на нем была подушка для шеи, маска для сна, надетая как ободок, волосы зачесаны вверх? О, и в майке. Вот именно таким я его и увидела. И в этот момент я поняла, что именно имеют в виду люди, когда видят его вблизи и задаются вопросом, он вообще настоящий? Потому что Ви выглядел нереально, как кукла, как манекен, словно его лицо вылепил сам Бог. Не слишком ли я преувеличиваю? И его мышцы такие рельефные. У меня, кажется, челюсть до пола отвисла, не знаю. Ребята, как только самолет набрал крейсерскую высоту, они легли спать. Я думаю, это единственное время, когда они могут спокойно отдохнуть и расслабиться без камер, будь то по работе, от сосенов или от меня. Вот почему здесь нет ни фото, ни видео. Бесконечно можно смотреть на танцы Чангука, на его бедра, на то, как он двигает ими, когда танцует.
Ресторан Handsome Mansion поделился автографами Тэйкук, Намджуна, Джина, Чимина и Хасока, оставив комментарий «Вечер, ставший особенным воспоминанием». Handsome Korean Grill и Dining – один из самых известных корейских ресторанов Мюнхена, который ценят за аутентичную кухню и атмосферу настоящего корейского заведения. Главная особенность – Korean BBQ. Мясо готовится прямо на гриле за столом, а затем подается в традиционном формате сэм с салатом, соусами и закусками банчан. В меню классические корейские блюда – кимчи, супы, мясо на гриле и блюда с рисом. Интерьер выполнен в современном корейском стиле, место больше подходит для уютных встреч с друзьями или семейного ужина. Строгого дресс-кода нет, но из-за популярности вечером и в выходные лучше бронировать заранее. Если ты меня дразнишь, я тебя тоже буду дразнить. В преддверии выхода клипа Normal, который состоится 17 июля, в американской газете San Francisco Chronicle появилась рекламная полоса. Участники замечены в ванной комнате во время загадочной ночной встречи, опубликованы шокирующие фотографии. После публикации ночных снимков, на которых предположительно все 7 участников находятся вместе в неожиданном месте, возникло множество вопросов. Хотя сам факт этой встречи пока не подтвержден, некоторые задаются вопросом, была ли эта ситуация действительно нормальной. Опубликованное изображение быстро вызвало волну любопытства и различных предположений. Когда источник, хорошо знакомый с ситуацией, попросили прокомментировать происходящее, он ответил: «На данный момент я не могу сказать ничего больше». Отказавшись раскрывать подробности, источник лишь добавил, что больше информации будет обнародовано 17 июля. Оказывается, это стилизованная промо-кампания к клипу Normal. Текст намеренно написан в формате газетной сенсации и обыгрывает название песни, поэтому слово Normal выделено как часть рекламной концепции. Его личный сорт героина. Вэва с магазина Реренг отчет по мировому туру. Чангук, несмотря на плотный график тура, снимает и монтирует собственные видеоблоги и выкладывает их в свой Instagram, напоминая о серии фильмов Golden Closet Film, которые он раньше выкладывал на YouTube-канал. «Это напомнило мне о тех временах, когда я время от времени снимал что-то на видео», — сказал Айдол, отвечая на вопрос о том, что побудило его начать вести видеоблог. Вести записи обо всем, не только в виде фотографий, но и видео, облегчают запоминание того, как все происходило в тот или иной момент. Поэтому я подумал, что было бы неплохо выработать привычку время от времени документировать свой день для фанатов. Ви тоже считает, что неожиданные моменты – это энергичный и эмоциональный опыт. Когда начинается старая песня, воспоминания о тех временах внезапно становятся отчетливо видны, сказал он. Думаю, я просто не могу забыть тот период времени, поэтому эти воспоминания нахлынивают, и мое тело начинает двигаться само по себе. Возможно, это потому, что я так счастлив и взволнован, но я начинаю танцевать, даже не осознавая этого. Честно говоря, есть некоторые песни, которые я так много репетировал тогда, что они просто засели у меня в теле. Не думаю, что смог бы их забыть, даже если бы попытался. Сообщение для фанатов в Вэвас магазин. Ви, вот так выглядят повзрослевшие BTS. Мы всегда будем здесь, прямо рядом с вами, развиваясь вместе с вашим ростом и воспевая вас. Чангук, я имею в виду,
Не знаю, нужно ли мне говорить что-то грандиозное. Смеется. Я просто надеюсь, что тур Ари-Рэнк станет тем событием, которое фанаты захотят пересматривать снова и снова. Если Тэхён это делает, Чангук тоже это сделает. Это база. Ну и, конечно, счастливый Намджун между ними тоже база. Фаворит Баварии – Ви. Фотографии BTS опубликованы в официальных социальных сетях. Фотографии BTS, размещенные в официальных аккаунтах Мюнхенской Баварии, престижного клуба немецкой Бундеслиги, активно обсуждаются в сети. BTS провели концерты в рамках мирового турне Ари-Рэнк на Альянс-арене в Мюнхене, Германия. После этого в официальных соцсетях Баварии одна за другой начали появляться фотографии и видео участников, выступающих в форме клуба. МММ-менеджер аккаунта также выразил поддержку артистам, оставив комментарий о том, что участник Ви является его фаворитом. Альянс-арена, где проходил концерт BTS, является домашним стадионом Мюнхенской Баварии. Годы идут, но ничего не меняется. До сих пор не знает эту песню. Тэхён занимает первое место в Японии уже 276 недель подряд. Двойное празднование с достижением 75 миллионов подписчиков. Он занимал первое место в течение 276 недель подряд в японском рейтинге популярности айдолов Нэхэн, который проходил с 6 по 12 июля. Он также удерживал первое место на протяжении всего периода на специализированном сайте Pop Juice, набрав 7 миллионов голосов. Он показал отставание более чем в 2,5 миллиона голосов от претендента, занявшего второе место. Ви продолжает демонстрировать свою популярность в стране, занимая первое место на протяжении всего периода в рейтингах K-Pop Idol Popularity Ranking, Korean Drama Mail, Acta General Election и Flower Boy Election на специализированной платформе корейской культуры K-Board. Благодаря огромной популярности Ви в Японии, бренды, для которых он является глобальным амбассадором, также активно проводят местные рекламные кампании. Японский косметический бренд Юнт выбрал Ви в качестве своего амбассадора и проводит различные кампании, включая телевизионную рекламу. Продукция, рекламируемая Ви, распродается на местном рынке, что доказывает так называемый эффект Ви. Coca-Cola также продолжает рекламные кампании, используя видеоролики Ви. Paradise City размещает наружную рекламу на крупных станциях метро, включая станции Гинза и Аматесанда токийского метрополитена, а также в Осаке. Тиор также участвует в различных маркетинговых мероприятиях, таких как поп-ап-магазины Ахайд Джинра, которая недавно назначила Ви глобальным амбассадором, активно продвигает свою продукцию через свою японскую дочернюю компанию Jinra Japan. Тем временем, утренняя информационная программа Fuji TV Мазамаши TV недавно осветила новость о том, что Ви превысил 75 миллионов подписчиков в Instagram, под девизом Ви достиг нового рекорда. Тэхён всегда умеет находить детали и повод, чтобы сделать незабываемый экспириенс на сцене.
Представляем черный костюм, сшитый на заказ Tailable для Чонгука, созданный для новой глобальной компании Gref. Костюм был разработан так, чтобы украшения сияли максимально ярко, а сам образ Чонгука выглядел естественным, непринужденным и уверенным. Это проект, который Tailable тщательно подготовили. Мы считаем, что отличный пошив всегда остается на шаг позади человека, который носит одежду, подчеркивая его достоинства, а не привлекая внимание к самому костюму. В Tailable мы и дальше будем создавать одежду, которая соответствует уникальным моментам и целям каждого клиента. Чонгука расстояние не остановит. Раз не могу прикасаться к Тэхёну физически, буду касаться его взглядом. Аккаунт собаки BTS Стоуни в Инстаграме. Позвольте мне еще раз представиться. Меня зовут Стоуни B, DWD. Рад познакомиться со всеми моими новыми подписчиками и снова увидеть своих друзей. У меня осталась еще одна неделя в лагере, а затем я вернусь домой, чтобы подготовиться ко второй части американского тура с BTS. Я буду присутствовать на концертах в Нью-Джерси, Бостоне, Чикаго и Лос-Анджелесе. Надеюсь, в этот раз я смогу встретиться с большим количеством поклонников. Я жду встречи с друзьями по туру и с ребятами. Напомню, Стоуни – собака-помощник в стрессовых ситуациях, которая сопровождает BTS и их команду в турах. О боже, как это вынести? Как писала газета New York Times, среди певцов Ви самый страстный и мощный. Обратите внимание, как тембр Ким Тэхёна остается легким и воздушным, но при этом обладает достаточной яркостью, насыщенностью и контролем, чтобы передавать эмоции, не полагаясь на силу грудного или полностью развитого головного голоса. Тэхён демонстрирует превосходное владение тем, что обычно называют усиленным фальцетом. В этой технике он сохраняет основной механизм фальцета – регистр, который от природы легче и не обладает полной силой модального, грудного голоса, добавляя при этом несколько элементов, которые делают звук значительно богаче и выразительнее. Большое сердце Чонгука. Такого мы еще точно не видели. Промо Normal начинается нестандартно. Сегодня в сети начали распространяться фотографии необычной рекламы, которая появилась в американской газете San Francisco Chronicle. На первой полосе размещено загадочное фото с 7 участниками и заголовок: «Участников заметили в туалете во время загадочной поздней ночной встречи». Также на первой полосе опубликован следующий текст: после появления позднего ночного снимка, на котором, предположительно, запечатлены все 7 участников вместе в неожиданной обстановке, возникло множество вопросов. Источник отметил, что больше информации будет опубликовано 17 июля. Эта газета может быть частью промокампании следующего сингла «Normal» из альбома «Arirang».
Я влюбился в эти ноги и в эти джинсы на этих прекрасных ногах. И я рыдаю, потому что он ни за что не будет их носить вне концерта. Compose Coffee объявили о своем включении в 100 ведущих франшиз 2026, организованной медиагруппой Mail Business Newspaper. Эта награда присуждается на основе комплексной оценки конкурентоспособности бренда, сотрудничества с франчайзи, вклада в развитие отрасли и других факторов, отбирая выдающиеся франшизы. Общий объем продаж основных новых меню в этом году превысил 6 миллионов единиц, а количество заказов через приложение в периоды запуска новых продуктов выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Маркетинг бренда также принес результаты. Видео компании с эксклюзивной моделью Taehyun набрало 61 миллионов просмотров за 5 дней после публикации, а промо-акции в сотрудничестве с играми и интеллектуальной собственностью персонажей IP привлекли внимание молодой аудитории. Taehyun допустил ошибку, и знаете, кому это кажется очаровательным и милым? Посмотрите на эту нежную улыбку Чангука для своего Taehyunа. Эта девушка сравнила, как Taehyun будил ребят в Run BTS. Она сказала, что Тэ гораздо более шумный и эмоциональный со всеми участниками, кроме Чангука. С ним он совсем спокойный, мягкий, предлагает попить воды и так далее. Ей показалась забавной такая разница. Второе место. Это так интимно. Крошечная деталь. Когда рука Taehyun хватается за плечо Чангука, посмотрите, как первым инстинктом Чангука было схватить его за руку. Не нужно оборачиваться, оценивать ситуацию, тело реагирует на прикосновение близкого максимальным принятием. Первое место. Делает все возможное, чтобы все внимание Чангука было на нем. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.